Здравствуйте, наши уважаемые зрители, подписчики и не подписчики. Зеленая комната на балкон выехала, но не совсем. Погода нам мешает. В горах выпал снег до 50 сантиметров. У нас идут дожди. Как говорят, в деревне Гадюкина идут дожди. И холодно. Я все свои цветы унесла отсюда. Вы, может, слышите эхо. Вот. Потому что ночью у нас до 3 градусов, поэтому я не рискую. Тепла, Валя. До 3 градусов тепла, да. Я сказала, мороза. Ты ничего не сказала, подумать-то можно. Ну вот. И поэтому я вам сделаю, похвалюсь, что я купила в последнее время. Вы видели наши обзоры. Кто не видел, вернитесь, посмотрите назад, где мы делаем обзоры садовых центров. Ну, как же мы не купим, потому что жизнь продолжается, идет дальше, хоть и цены поднялись. Но мы, как всегда, оптимисты и надеемся на лучшее. Валентина очень сложно удержать от покупок. Поэтому ты у меня такой сильный, мышцы накачал, Да. потому что меня держишь. Сегодня у нас обрезка вот таких вот растений. Это филодендрон скандес. Вы видите, как он пошел не в красоту. Он сначала дал у меня большие листья, когда я его поставила на кокосовую вот эту штангу. Он дал мне большой лист, я обрадовалась. А потом начал вот так вот делать. Мы его сейчас обрежем. Кому это интересно, я буду ставить их пока в воду, потому что у них корешки уже в принципе есть. Но я подумаю, может в воду, а может быть сразу в грунт поставим. Вот, потому что у нас предстоит пересадка, и посмотрим. Потому что я за один день ничего не решаю. Ну и вот такой вот филодендрон Green Lady. Тоже, вы видите, Игорь Иванович, покажи. Очень длинно. Джунгли. Он уже пошел на у нас такой Керценштендер, как по-русски. Ты что? Подсвечник. Подсвечник, только стоящий. Вот. И он пошел туда, и Игорь Иванович начал на меня выступать, сказать, зачем он тут нужен. Это некрасиво. Вы знаете, что Игорь Иванович у нас эстет. Не то, что он зачем тут нужен, зачем он такой тут нужен. Ну Валя. да, в принципе, он длинный, и я его решила размножить. И потом я его искупаю в ванной, уже без вас, потому что это Green Lady, как показываешь, как купается в ванной. Ну да. С розовыми лепестками. Вот. Ну, в общем, обработку, естественно, он пройдет, потому что уже давно я его не обрабатывала, он у меня в углу стоит в зале. И он начинает пускать боковые побеги, вот посмотрите, какие. Наверное, не видно будет. Подойдите, Игорь Иванович, не бойтесь сегодня меня. Вот, видите, и кучерявый, и, ну, не очень красиво, правда? Обрежешь, да, и все. Да, ну, для этого я взяла вот такой вот. Это спиртовой. Ножницы я продезинфицирую. И, естественно, все это в ящичек сложу. И потом будем думать, что с ним делать. А зачем спиртовой? Чтобы этот... Продезинфицировать обязательно. Так можно подорожник предложить тоже, Валя. Ну, естественно, тебе сейчас пошлю за подорожником. Понял, сейчас пойду. А я его тут ни разу, кстати, и не видела, подорожник. Да я знаю, где очень много. Да? Ну Да. вот. В Вперед. лесу тропинка там одна, вся в подорожнике. Рюкзачок, Игорь Иванович, и вперед. Все ясно. Я боюсь змей, у нас тут змеи в лесу. Ну как Игорь Иванович их не называет змеями, но я раз видела там черную змею в лесу. Это ядовитая. Ну, Я из-за нее опоздала на работу. Ну, Валя, у страха глаза очень Большие. большие, конечно. А помнишь, Тебе как я показалось. мышу увидела? А мышь у нас была, когда убирают урожай с полей, она не здесь, а в другом доме мы жили. И заскочила, я посмотрела, мне показалось, она такая огромная, как крыса. А Игорь Иванович сказал, ну это ж мышка, это ж маленькая. Ну, вот так и со змеями у тебя. Там Не, что-нибудь ну тут- пошевелится. Ты сразу. Тут змеи такие, как они называются, типа ящериц, их называют слепые. Слепая змея их называют. Ящерица без нога или что-то такое, не знаю. Да, блин, да шлайки.
Ну, а я видела черную с острой мордочкой. А если у змеи острая мордочка, это ядовитая. И я ждала, пока она переползет дорогу. Больше метра было. Может, треугольная? Голова. Треугольная. Да, Голова. да. А у этой не была треугольная? У блиндешляйхи, как у угря, такая тупая Это червь, морда. блин. Как вот. Ой, а что ты его в руки не берешь, червь? А зачем? Ну просто, раз не боишься. Валя, я тебя каждый день трогаю. Вот я сейчас с червями, с ящерицами, потом к тебе подойду, да? Да. Ладно. Ладно, ребят, отвлеклись на змей. Смотрите, вот что я купила. Это у нас, я даже подписала, видите, какая я стала исполнительная. Это Хоя калистрофила Ароу. У меня есть Хоя калистрофила, но у нее листья большие. А это Ароу, это стрела, переводится с английского, с моего красивого английского. Вот. И она у меня уже стоит недели-две. Я все хотела как-то похвалиться, но у меня времени не было. Я ее купила за 13,95. Вот, смотрите цену. И тут они пишут просто Хоя, и все. Ну, я полезла в гугле, посмотрела, выдала несколько наименований, но вот это больше подходит под Хоя калистрофила Ароу. Вот, теперь у меня две Хои калистрофила, одна не Ароу, другая Ароу. Теперь дальше я купила Хоя латифолия. Тоже я в этом же магазине купила, в Купленде, за 13,95. Вот цена. И посмотрите, ну она немножко так тоже, видите, пораненная. Но меня привлекли вот эти усы. Кого ты там смотришь? А, ученики. Ну, неважно. И решила, у меня есть тоже такая, но она вся сплошь зеленая, калистрофила. Ой, латифолия. Она, листья сплошь зеленые, но это мне привлекла красота этих листьев. Вот такая вот, видите, красивые очень листики. И я думаю, что она у меня приживется, потому что она, видите, крупная уже, не надо ее. Тоже будет пересадка, потому что у нее грунт не очень мне нравится, тут тоже не очень мне нравится. Дальше, вот такую коробочку мы купили в другом магазине, в садовом центре. Это бомбина, вот тут даже застрял листочек выходит. Посмотрите, Игорь Иванович. Ой, как интересно. Бомбина. Понял. Была у меня бомбина, но меньше намного. Листья сбросил. Сейчас он у меня находится в мху, в этот, как этот мох называется, ну, неважно. И сейчас он оживает. Уже пустил корешки, но я его еще пока опасаюсь в грунт сажать. Ну, и вот такой купила. Это он стоил 5,50. Видите? Ну, что не купить такую красоту? Конечно, конечно. И вот мои любимые обезьяньи хвосты. Вы знаете, чисто случайно зашли мы в этот магазин, и я увидела, что они продаются. У меня один, я пробовала его размножать, у меня пока не получается. И я вот решила, что буду мучиться, я куплю, да и все. Уже готовые. Тоже будет, наверное, пересадка, потому что грунт не очень, чтобы очень. У меня сейчас будет 4 лисьих хвоста и 2 укореняются. Ну, люблю я это растение. Не лисьих, обезьяны. А что я лисья говорю все время? Ну, не знаю, похоже, может? Ну, Нет, похож, не похож. Вот, Ну, купила пушистый за Валь тоже, смотри. 6 франков, за 6 евро. Вот таких 2 штуки, 6 евро один и 6 евро другой. Дальше я купила вот такую вот принцессу, white принцесса, филодендрон, за 5 евро. Посмотрите. Он, естественно, эти белые листы, вы видите, уже начинает портиться, потому что в нем нет хлорофилла. И, ну, вот мне понравился, что у него тут 3 окраса. Один темно-зеленый, один такой мятный и белый. Но тоже белый, вот видите, немножко начинает пятнышки на нем сажаться. Я его купила за 5, я уже сказала. Ну, попробую пересадить в свой грунт, потому что грунт тут уже зеленый. Это нехорошо. И он, видите как, прям нехорошо держится.
Я уже думаю, то ли посадить его в грунт, то ли на фитильный полив. Пока думаю. Скорее всего, пересадка будет у нас завтра. У нас погода никак не установится, и вот не хочется даже возиться. Дальше я купила вот этот вот Лаказия Ниндзя, тоже за 5,50. Тоже будет пересадка. Вот эти вот бумажки мне не нравятся. Вот за 5,50 я его купила. Ниндзя тоже, видите, он из-за того, что видно листья у него повреждены, поэтому была совершена оценка. Ну, посмотрим, что она будет. Тут у меня чеки лежат для Игоря Ивановича. Вот это вот даже не показывай мне. Вот. Да тут мало всего. Вот 20... погода плохая, еще и чеки показывают. 27 франков. Так, ну, по хвостушке мы закончили, пора приступить к работе. Значит, у меня есть, я уже сказала, спиртовой. Это обязательно, ребят, потому что я после, хоть у меня ножницы уже им 100 лет в субботу, ну, видите, тоже они не очень чистые. Я сейчас еще вторым. Ой, перчатки. И вы знаете, я одела перчатки почему? Потому что я покрасила руки, пальцы типа зеленки, ну не зеленка, но не смывается. Я думаю, через перчатки даже видно, что у меня ногти, хоть и сама была бывшая маникюр-педикюр, ну вот так получилось. Значит, ну что, приступаем, да? К хирургии. То есть я решила этот лист, ну, цветок разрезать полностью. Потому что, смотрите, он держится, покажи ближе, Игорь Иванович, пожалуйста. Вот на таком усе. Вот и он пустил боковой лист, ой, ус, и все. И у него нету ни корней, ничего. Я его сейчас вырежу, обрежу весь полностью. Тут вот засохший. Это мы сюда, а это вот сюда, наверное. Так, перчатки не дезинфицирую, они у меня хирургические. То есть когда-то с ними работала. Вот эту верхушечку, вот смотрите, видите, вот это корневая система. Поближе, Игорь Иванович, покажи. То есть она уже указана. Тут что есть корешки. Я вот так сделаю. Где-то по сантиметру. Потом я вот это лишнее отрезаю. Палочку, она не нужна. И также вот, смотрите, этот я буду чистить, потому что она будет гнить вот такая вот. Это скандес, филодендрон скандес, я уже сказала, да? Вот, палочку раз, палочку два. Я подумаю, посадить в грунт или сразу на фитильный полив. Ну, сначала же воду надо, чтобы корешки пустить, нет? Так вот корешки есть, Игорь Иванович. А, там все понятно. Я вот думаю, просто я еще подумаю, потому что сразу я не могу решить. Мы вот только недавно проснулись и уже сразу думать, это, конечно. Можно было распутать и это, размотать его, но мне так удобнее. Вот смотрите тоже, вот куда он, куда это, не нужен. Я хочу, знаете, как сделать? То есть оно вот это все, корни хорошие будут, я все в одну посажу вазу и на один столбик. И тогда, я думаю, когда она загустится, будет все лучше, красивее смотреться. Так-то она тоже красиво смотрелась. Это она вот так была повернута к окну. У нас там южные окна, и оно сразу, листья туда ушли. А тут вообще непонятно что. Ну, естественно, вот смотрите, вот такие вот боковые побеги, они ни к чему. То есть я, чтобы вас не замедлять, то есть чтобы не сидели полчаса, не смотрели, я так быстро потом я сама все красиво сделаю и поставлю или в землю, или ну, завтра я решу. Сегодня что-то мне ничего не охота делать, кроме... Вот, смотрите, что это за стриптиз. Ну, это, конечно, красоты особой нету. Я люблю, когда цветок загущенный. Так. Чтобы у него вид был.
толстенько, как вы же знаете, что я люблю толстенько все. Это длинный, не будем жадничать. Тут даже есть эти боковые корни уже подсохшие, они, скорее всего, некоторые я поставлю в воду. Так, коротенькие. Можно в мох ставить. У меня вот сфагнум мох, вспомнила, как он называется. Есть, я могу его и в сфагнуме. Все. Грунт, естественно, уже поменять надо, он никакой. Поэтому будем обрезать все. Как ты думаешь, Игорь Иванович? Не, ну вот это вот оставь, грунт Да? поменяй. Давай будет. я, наверное, грунт поменяю, правильно оставлю. Вот это вот, я его потом это... Ну, вот пересадку будешь делать? Да, и я заодно потом к нему добавлю еще кого-нибудь, да? М. Тут еще вот тоже. Видите, я его плела, думала, ну вот сейчас вот прицепится корешками. Нет. Тут надо, знаете, сама схема. Тут пластмасса внутри. Если даже поливать вот эту кокосовую палку, она, вода вся уйдет в грунт и все. То есть он у меня стоял в этом горшке. Видите, я сюда воду доливала. И корни подпитывались снизу. Сверху нет. И вот, видите, уже засохшие. Ой, куда это? Сюда. Так, ну ладно, как решил Игорь Иванович, так и будет. Сейчас мы немножко тут уберем, потому что грязно. Ну вот это ты тоже так же будешь убрать? Ну, сейчас я его быстро, ты знаешь, я как... Видите, он даже заваливается, тут надо Так и он поменять. тяжелый вообще. Да. Как его тут отрезать? Весь сразу обрезают это длинный и потом. Видите. О, Дождался Игорь Иванович. Ой, обезьяний хвост упал. Это другой пойдет. Вот так вот. Этот сейчас мы будем чикать. Это у меня хирургический стол. Дальше. да вообще у тебя какого-то, у хирурга, и стерилизуешь тут инструменты. Да, Неужели так это я отрезала, надо выкинуть. Вот я хотела, видите, вот эти вот отрезать. Они ни к чему, гляньте. Ну что это? Посадим его, посмотрим. Это тоже. Это боковые побеги, они вот такие вот. Кучерявятся, застревают. Видите, он застрял. Но это я потом обработаю. А грунт тоже будешь менять, нет? Да, и грунт надо менять, он уже тут бедный-прибедный. Вот этот. У меня уже такие есть. Я, помните, в каком-то видео я уже обрезала его. Он у меня такой есть. Вот, посмотрите, целая куча растений. Все, Игорь Иванович, вот. Вот. Я его пересажу, обработаю, пересажу, и все, и будет красиво. Другую палочку просто возьму. Так, бактерии не разбрасывайте тут. Вот так. Немножко это, конечно, нужно подсушить. Я не сразу буду ставить в воду. Вот эта вот часть должна немножко подсохнуть, чтобы сразу гниль не заводилась. Тоже у него корни, видите? Тоже. Да. Вот. Игорь, я зрителям показываю, не тебе. Не, ну мне что-то, я не знал вот это. А должен же знать. Да должен, ты так дакаешь. Тебе все интересно. Да. Да. Уговариваю Игоря Ивановича поехать в Испанию, но он имеет плохие воспоминания об Испании. И поэтому не хочет туда ехать. А мне там хорошие садовые центры. Я хотела купить кактус, этот белое привидение. Там я купила тогда его. Мальград-де-Мар был. Там, Валя, полиция очень плохо работает. Но зато как танцует. Танцует, слов нет прямо. У них такая форма красивая у испанской полиции. Но они вот, смотрите, когда вы шорты, или как это там называют, они там так танцуют, вот эту бачията, или как она там называется, так крутят, ну и в форме. Ну и, естественно, испанки пишут, что вау, типа красота. А работать когда им, бедным, если они танцуют, Так Игорь никто Иванович? не хочет там работать.
Ой, я недавно смотрела одно видео, там женщина рассказывала, как ее обворовали в Испании. Тоже как у нас. Та же самая история. Разбили окна в машине. Но наши постоянные зрители знают о том, что я говорю. Мы как-то жаловались с Игорем Ивановичем. Вот. Ну и как начали они, она рассказывает, как начали нас гонять. Прям туда-сюда, не пойми что. И мы, говорит, с одного полицейского участка переходили в другой. То же самое было с нами, то же самое. Жара, пекло. И мы с Игорем Ивановичем в таком возрасте, понимаете? Во-первых, кроме испанского, они никакого языка другого. Никакого. Хотя... Курортная зона, Да. они не знают русский язык, это позор. Русские. Они английский даже не знают. Английский один, кое-как. Так Немецкий тоже не наша ничего. дочь переводила ему на английский, а он не понимал ее, потому что он плохо знал английский. У нас дочь говорит на английском, ну, Свободно. свободно, да. Она на английском, на французском говорит. На французском она не очень говорит. Ну, говорит, но не говорит. так, что перфект. На швейцарском, на русском, на немецком она говорит хорошо, без акцента. Только на русском она немного плохо говорит. Сложные слова ей трудно даются. Сложные предложения, вот. Ну, так она переводила нам, а он стоял, бедный, там, глазками. Так сильно. В общем, толку никакого. Толку никакого, да. Вот если бы швейцарская полиция, да, тут бы сразу. У нас вот тут столбик сбили в этом, ну, указатель это, улицы. Так тут и полиция приехала, и кого только не было. Расследование было прям. Я видел, они фото сделали, потом со скупа краски это сделали. Угу. Чтоб увидят, машину уж, кто- наверное, да, Если определить. кто-то сбил, он должен оплатить Ну. ремонт. Вот. А там никто, они даже на нашу машину и не взглянули. Кто что украл, кого мои кактусы украли. Ну, кому Я нужны не трогал кактусы? ничего, я думал, отпечатки пальцев будут снимать, фотожировые следы там. Щас, С ага. собакой, может, придут по горячим следам. Никому ничего не надо вообще. Ты показываешь, сколько я уже тут настригла? Да видно, он уже, Вот, смотрите. ну это, Кому надо, приезжайте, забирайте. У меня много их. ну из этого ты просто самое лучшее выберешь. Ты же не будешь все вот это прям сажать. Почему? Ты знаешь, что цветоводы, они очень плохо расстаются с цветами. Очень жадные. Да, насчет этого да. Вот, видите? Ну как такого красавца выкинуть? Ты что, Игорь Иванович? Конечно. Вот. А теперь вот эти вот, они у меня пойдут, наверное, в торф с фагном мох. Торф, говорю. Вот он прям, видите, застревает. Ну, посмотрим, что с ним делать. Вот так. Он пойдет с фагном мох, посидит там, чуть-чуть корешки пустит, и я его быстренько оформлю. Я не буду вас с этим, как бы сказать, сильно утруждать, чтобы вы смотрели. Это все уже текущее для вас. Я уверена, что для многих это текущая работа. Обрезка растения, там, размножение. Вот. Ну, конечно, сейчас появляются новые растения, интересные более. Вот. Ну что, остальное мы уже с Игорем Ивановичем без вас. Сегодняшнее, я думаю, что сегодняшнее видео будет вам интересно. Вот, мне самой интересно. Я еще тут повозилась и повожусь. Хвосты, конечно, Ваня. А он вот уже, видишь, маленький пустил. Один лисий вылазит. На обезьяне. На обезьяне, да. Красиво. Вот, да. Ну, ребята, я надеюсь, наши уважаемые посетители нашего канала, вам все понравилось. Нам все нравится. Сейчас этот пойдет в ванную купаться, потому что он весь в пыли. Даже не показывай, Игорь Иванович, близко, а то скажу, что загрязнилась.
Все, до свидания. Желаем вам хорошего дня, солнечного неба. У нас его, к сожалению, уже давно нет. Ну, такая погода в Швейцарии у нас. Но зато мы обнимаем, целуем горячо. Давай. Да, да. Всё, до Желаем свидания. всем крепкого здоровья. До свидания.